Каждое утро в квартире на шестом этаже жилого комплекса в Тбилиси начиналось одинаково. Сначала легкий зуд в области лба, затем ощущение, будто кожу тянет изнутри, потом непонятная пульсация. Так начинался день Лии уже почти 3 месяца. Она привыкла к этому настолько, что уже не удивлялась. Сперва думала, что виновата жара, может укус, может аллергия, потом то стресс, бессонница, переутомление. Но когда на лбу начала расти красноватая шишка, а зуд становился нестерпимым, Лия начала понемногу тревожиться. Но к врачу все равно не шла. Лия была девушкой самостоятельной, упрямой, с крепким грузинским характером. Она работала флористом в бутике рядом с проспектом Руставели. Собирала букеты, украшала залы, ездила на свадьбы и делала авторские композиции. Работа требовала тонкого вкуса, аккуратности и, главное, опрятного внешнего вида. А с покрасневшим лбом и распухшей шишкой это становилось почти невозможным. На людях Лия старалась быть невозмутимой. Она улыбалась, шутила, игнорировала, если кто-то говорил «У тебя прыщ? Или ты ударилась?» Но внутри все горело. Постоянное жжение, чувство давления, словно кто-то копошился под кожей, мешали жить, думать и даже спать. Она пыталась избавиться от симптомов своими силами. Купила мази от воспаления и укусов, обрабатывала место спиртом и алоэ. Каждый вечер делала компрессы, смазывала эфирными маслами, даже перестала носить головные уборы, чтобы не раздражать кожу. Но ничего не помогало. Шишка только росла. Иногда она пульсировала так сильно, что Лия просыпалась ночью. Просыпалась с ощущением, будто что-то движется внутри. После каждого такого пробуждения сердце колотилось, а в голове звучал тревожный звон. «Это просто воспаление», — да, говорила себе Лия. «Просто кожа. Просто нужно время». Но как жить, если это не проходит? Если люди сторонятся тебя в метро? Если ты не можешь провести утренний мастер-класс, потому что лицо горит и покрыто бинтом? В какой-то момент проблема начала затрагивать ее репутацию. Один из постоянных клиентов, владелец ресторана, прямо сказал: «Лия, ты художник, но ты выглядишь болезненно. Мы не можем рисковать. Пожалуйста, займись собой. Мы подождем». Это был удар. Лия ехала домой, сжимая руль машины до боли в пальцах. Стыд, злость, отчаяние — все смешалось. В ту ночь она не сомкнула глаз. Утром она все же решилась. Нашла клинику, записалась и на следующий день пошла к дерматологу. Клиника находилась в старом здании рядом с ботаническим садом. Она сидела в коридоре, окруженная подростками с акне, пожилыми женщинами и одним туристом с ожогом. Ее позвали, и она зашла в кабинет, нервно облизнув губы. Доктор оказалась пожилая, внимательная, с холодным профессионализмом. Она выслушала Лию, покивала, осмотрела лоб и сказала: «Похоже на капсулу. Возможно, закупорка сальных желез. Пропишу мазь. Если не пройдет, удалим. Приходите через неделю». Лия ушла с легкой надеждой. Но, как это часто бывает, надежда оказалась ложной, мазь не помогла. Более того, тут стало хуже. Теперь Лия чувствовала, как внутри шишки что-то будто дергается. Это было не похоже на воспаление. Это было странно. Через неделю она вернулась. Доктор нахмурилась, осмотрела повторно. Позвала коллегу. Тот посмотрел, та же история. Тогда один из них предложил: «Мы направим вас на МРТ мягких тканей головы. Это поможет понять природу образования». Лия кивнула. Сканирование назначили на утро следующего дня. Процедура прошла быстро. Лия лежала внутри машины, стараясь не дышать слишком сильно, не двигаться. Аппарат гудел, пищал. Все это время она представляла худшее — опухоль,
киста, паразит. Когда снимки начали отображаться на экране, врач, сидевший у компьютера, вдруг застыл. Лицо его изменилось. Он нахмурился, встал, что-то сказал медсестре и вышел. «Мы свяжемся с вами завтра. Результаты будут готовы». На следующее утро ей позвонили. Голос был напряженный. «Лия, пожалуйста, приходите сегодня. Лучше очно». Она пришла, села напротив врача и услышала то, что навсегда останется в ее памяти. У вас в подкожной ткани живые организмы. Молчание. «Простите?» — переспросила она. «Да, это личинки. Похоже, некая форма тропических насекомых — дерматофаги. Удивительно, но они каким-то образом отложили яйца под кожу, вероятно, после укуса. Они развивались медленно, незаметно, и теперь уже двигались. Лия была ошеломлена. Такое можно было прочесть в медицинских архивах или ужасах. Но в реальности, у нее, в голове, доктор объяснил, что это крайне редкое явление, но оно задокументировано. Такие личинки могут вызывать зуд, жжение, отек, боль и чувство движения под кожей. Все то, что мучило Лию столько месяцев. Мы можем извлечь их хирургически. Процедура займет менее часа. Под местной анестезией. Вы быстро восстановитесь. Она даже не колебалась. Через 2 дня все было проведено. Анестезия, аккуратное надрезание, микроскопическая работа. Врачи извлекли 2 полупрозрачные личинки длиной около 9 миллиметров. Они были живые, сказал потом врач, двигались. Через 2 дня после операции Лия впервые проснулась без зуда, без боли, без пульсации. Мир вокруг будто стал чище, тише, яснее. Спустя неделю она вернулась к работе. Первый букет, собранный после выздоровления, был ярко-зеленым. Мята, эвкалипт, хризантемы. Символ обновления. Когда позже она рассказывала подруге, та рассмеялась. «Ты шутишь? У тебя жили? В голове? Это как сцена из триллера». «Да», — улыбалась Лия, — «но это не кино. Это была моя жизнь». И, пожалуй, самое ценное, что она вынесла из этой истории, не просто здоровье, а понимание. Нельзя терпеть, когда тело кричит о помощи, даже если кажется, что это просто прыщ. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным? Расскажите в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.